Всем доброго раннего утра. Итак, друзья мои, уже который день пытаюсь снять эту лекцию. Но, видимо, усталость сказывается на самом деле. Вот, наконец-то, нашла свободное время ненадолго. И хочу снять тему, которую давно готовилась снять. Но заранее давайте с вами договоримся. Не знаю почему, YouTube не пропускает определенные слова. И дабы видеоролик загрузился, чтобы не запретили этот видеоролик, хочу вам заранее сказать, что некоторые слова будут заменены на такие слова, как умерщвление, лишение жизни, губить, душегубство, свести в могилу, свести на тот свет и так далее. Если будут такие выражения, пожалуйста, не удивляйтесь, потому что напрямую эти слова произносить, либо мне нужно заглушить вот эти слова, то есть определенной программой, а я это не умею, и, честно говоря, времени на это все нет. Либо нужно заменить, иначе несколько раз приходится иногда перезагружать ролик, иногда переснимать, потому что надоело. Мне кажется, скоро на Ютубе даже дышать уже будет. Нарушение каких-то правил. Итак, начнем. Гавах. Вы знаете, на самом деле многие берутся обсуждать известные или малоизвестные темы. Это похвально, люди хотят, может быть, донести или свою точку зрения показать в той или иной тематике. Однако они просто смотрят поверхностно и повторяют друг друга. И мало кому дано на самом деле заглянуть в эту глубину колодца знаний. Мало кому дано вычитывать из мироздания эти тайны и рассказывать, исходя из того, что знает, что слышал, что видел, исходя из жизненного опыта, исходя из того, что дано ему прочувствовать и, в конце концов, проясновидеть. Поэтому мы с вами сегодня поговорим о гавах и поговорим очень подробно. И, может быть, наконец-то многие поймут для себя, в конце концов, что это такое. Потому что многие говорят словами не самых мудрых философов. Лярвы, везде и всюду эти лярвы. Откуда они, что это за лярвы, почему они питаются человеком, как-то особо не углубляются. Вот они услышали это слово, гавах. Это выброс отрицательной черной энергии страдания. И лярвы питаются и все прочее. Давайте отойдем от примитива и очень глубоко изучим эту тему. Гавах с арамейского языка переводится как «дань болю». Или, если так дословно перевести, «бери боль». Для того, чтобы картина была полной, я советую вам посмотреть мой видеоролик «Врата зла». Чтобы вы просто поняли очень многое для себя, уяснили, и тогда эта тема будет для вас более открытой. И вторую мою лекцию «Плата за удачу, добро и зло». Надоело уже настраивать, если честно.
последний раз настраиваю, нет, значит и плевать уже. Не люблю, когда меня отвлекает картина. Здесь, собственно говоря, вы видите вот эту декорацию боли, да, вой волка, где-то напоминает и выброс его энергии в пространство. И в этот момент какая энергия? Энергия ярости, боли, радости. Или просто волк делится своими какими-то чувствами с мирозданием. В любом случае выброс энергии идет. Если вы смотрели «Врата зла», то я там объясняю. Или можете посмотреть «Вселенная», мироздание, устройство мироздания, полное объяснение. Считалось, что мироздание делится на 3 основные составляющие. Вы это не найдете ни в одной книге мира. Это сказано мной. И я вам не просто говорю, что это так и есть, и верьте мне. Я вам логически объясняю, почему это так. Исходя из различных древних источников, исходя из того, что я видела, что мне показывалось. Почему ведьма имеет право говорить о том, как устроено мироздание? Вот откуда ей дано это знание, почему можно довериться ее знаниям? Потому что ей это открывается. Почему издревле приходили к ведьмам для того, чтобы узнать свою судьбу, еще какие-то проблемы, откуда они идут, как с этим бороться, что делать? Ведь, по сути, это земная женщина, то есть похожа на обычную женщину. И почему должны были прийти, и почему считалось, что вот именно она знает, как должно быть, и именно она может помочь в той или иной ситуации. Потому что знали, что ведьме дано видеть больше, чем обычному человеку. И поэтому она раскроет эту тайну. То есть в этом случае точно так же, если ведьмы видят судьбы людей, если они могут предвидеть судьбы мира и предсказать, что будет в той или иной степени, то почему бы им не должно быть дано видеть и мироздание, как оно устроено и что там происходит, как понимать мироздание и многие понятия, которые по-разному объясняются, но в любом случае остаются невыясненные вопросы. Мироздание делится на 3 основные составляющие. На 3 древа. Древо богов, древо демонов или дьяволическое древо. И 3 это черная воронка. Вселенная, та самая черная воронка, царство зла, врата зла. То, что мы называем, собственно, адом. Но там нету бегающих чертиков вокруг костра. Там никого не жарят и не варят. Но эти души, которые при жизни были серийные убийцы, маньяки и прочее нечисть, они уходят прямиком в эти врата зла, в это черную в эту бездну, да, в эту темную бездну, для того, чтобы дальше служить той силе, которая их направила сюда. Посмотрев мою лекцию, какой эгрегор нас сюда отправляет, кто нас сюда отправляет, вы можете понять, какой человек от какого эгрегора сюда пришел. Мы все приходим от разных эгрегоров, наши души. Нас выбирают эти эгрегоры и отправляют сюда. Могут несколько эгрегоров отправить человека, но эти эгрегоры должны быть не контрастные между собой. То есть не могут врата зла и древо богов отправить сюда человека, потому что они совершенно взаимоисключающие силы. Зло черное не есть зло.
темная сила, сила божественная и злая сила. 3 силы есть во Вселенной. Но божественная сила тоже относится к темной силе. Темная, друзья мои, это не означает злая сила, это означает тайная сила, данная не каждому. В какой-то момент в мироздании временно, то есть власть захватила злая сила, не темная. Когда мы говорим темные силы, темные духи, темные демоны, темные боги, черные боги, это все не относится к злу. Это относится, вот слово тьма, да, или темнота, то же самое исходит из слова тьма. Тьма тьмучая, много, потаенное, то, что дано избранным, не для всех открытое, знание, видение мира и так далее. Так вот, злая сила, повторю, это сказание, не люблю говорить легенда, поскольку каждая легенда имеет под собой почву. Великие боги, верховные боги, которые у каждого народа по-своему назывались, но они есть единая сила мироздания, сидели вокруг своего отца Арамазда, которого в зороастризме называют Ахура Мазда, армяне его называют Арамазд, грузины Армази. Верховный бог Ариев, Ара-Мазд, бог Ариев, или избранных. Так вот, каждому своему сыну или дочери, которые были приближенные, которые за тысячелетия показали свою верность отцу, он раздает поклонение народы для поклонения их. И для того, чтобы он над ними, то есть они над ними властвовали, покровительствовали. Но и месяцы. Какой месяц им посвященный? И самый непредсказуемый месяц, февраль, который то больше, то меньше, достается Яхве. Яхве, который отличался своим злым нравом, однако отец его выделил и объявил его одним из верховных богов. Потому как Яхве был, вот в нашем понимании, как в мафии, например, вот их называют быки, да, вышибалы. Тот, который беспрекословно исполнял самые жестокие приказания. Он наказывал народы, он наказывал духов, он наказывал силы за непослушание. Он был некий такой исполнитель. Не буду это слово произносить, я думаю, все поняли. И за вот такую вот преданность его поставили править царством зла, который ему очень нравился. Это была его стихия, его нрав подходила к нему. И отдает отец ему на поклонение месяц февраль и народ, который называется избранным до сих пор почему-то, да, сам себя величает избранным. Самый замученный народ, я бы сказала, на земле и гонимый. Опять же, не произношу, потому что у нас YouTube запрещает какие-то термины. Идиотизм, конечно, ну что делать? Чтобы донести до вас, приходится вот переступать через эти черты. Яхве злится, он говорит, это народ кочевой, он не богатый. Какие он мне может принести дары? Арамазд говорит ему, я отдаю тебе этот народ, потому что он наказан за свое непослушание. И именно ты можешь их проучить. Поэтому покровительствуй им. И не спорь со мной. Хорошо, отец мой, говорит Яхве, но зачем тогда ты отдаешь мне месяц февраль? Самый суровый, самый снежный. Кто будет выходить, мне какие-то жертвы приносить, благодарить, мой праздник отмечать? И тем более, что он то короткий, то длинный. Самый неустойчивый, непонятный месяц ты мне отдаешь. Арамазд начинает приходить в ярость. И тогда Яхве говорит, я всегда знал, что ты меня недолюбливаешь.
Я не знаю за что я тебе сделал. Да, я таким родился. Ты меня таким создал. Я несущее зло. Но ведь это по твоей воле. Я был исполнителем твоей воли всегда, никогда не прекословил, а ты меня наказываешь. И тогда Отец богов отвечает ему: ты завистлив, ты злой, у тебя нет милосердия, ты могущественный воин, но в тебе нет доброты. И потому знай, что ты всегда будешь на вторых ролях. И тогда он ему сказал: о великий Арамаст, тебе поклоняются народы, потому что ты им даруешь доброту, знание. Отойди от них, и ты увидишь, как они от тебя отвернутся. В Библии то же самое описание, когда сатана пришел к Ною, к Богу и сказал, что, мол, да, вот твой слуга Иов тебе очень верен, но ты одарил его богатством, много детей, счастье, радость, молодость. Вот он тебе и поклоняется. Ну-ка, отбери все, посмотришь, поклонится или нет. Видите, как он по-мастерски все это перевернул в угоду себя. Почему он сделал сатану персонажем таким нон-грата, да, темным персонажем, злым, на свое место поставил его? Почему он запутал людей? Почему дьяволическое древо до сих пор не разобрано? И только я вам объяснила, что это такое, что это 3 разных сущности, 3 разных божества. Великие боги, древние боги, сильные боги. Дьявол, сатана и Люцифер. А он их внес вне закона. Почему он ненавидел Астарту? Потому что он любил Астарту. А Астарта ему отказала. Ее звали Инанна. Она вышла замуж за Астарота, бога Астарота, и взяла его имя в женском обличии, то есть женском звучании Астарта. Почему он ненавидел, почему он приказывал в Израиле подвергать жестоким пыткам и казни всех, кто поклоняется Астарту, Астароту, Ваалу? Это были его соперники. Почему он говорит: я Господь над всеми богами? Почему он не говорит: я единственный, других богов нет? Я об этом тоже рассказывала. В Библии обсудим. Можете открыть и посмотреть. Они есть на моих дочерних каналах. Потому что на том канале, когда канал исчез, все эти лекции ушли. Но они есть на моем сайте. Можете открыть и посмотреть. Для того, чтобы понять, нужно многое изучить, глубинно просто это изучить, чтобы понять, о чем я говорю. Так вот, Арамаст говорит ему: я согласен, отдаю тебе человечество на 6000 лет. Но если за 6000 лет хоть один человек останется мне верен, я вернусь за тобой, сокрушу тебя и верну себе свое царство. 6000 лет подходит к концу, друзья мои. От этого он зол, от этого мы с вами живем на конце времен. То есть в конце времен, извиняюсь. Почему в конце времен? Не потому, что будет конец света, а потому что, видите, как разложение морали, абсолютная деградация народов. Это все не просто так. Он собирает последнюю дань как может. Почему он преследовал жрецов? Почему убивали? Инквизицию вспомните. Почему ненавидят ведущих? Почему он создал огромное количество самозванцев, всяких магуев, экстрасенсов и все прочее, чтобы отвести людей от этого, чтобы люди, услышав слово «ведьма», сказали: да ну, или махнули рукой, сказали: одни аферисты, видали мы, вон там какие-то битвы организуют, все это фигня. Либо сказали: это все от сатаны, это все злые силы, не надо. Он как смог опорочил этих людей, носителей древних знаний, чтобы среди вот этого шушера этих людей тоже вместе с ними
ненавидели, презирали и не прислушивались. Потому что он понимает, каждая ведьма, которая настоящая, она подвергается мучительным просто гонениям, подвергается смертям тысячи, болезням, чего только не подвергается. Для начала, чтобы она не родилась вообще. Когда рождается, она болеет. У нее много смертельных опасностей. Потом ее мучают. Ей встречаются такие люди, мужчины, там, друзья, которые очень много причиняют ей боли. Для чего? Чтобы она ушла, умерла. Чтобы ее не было. Чтобы она не доносила эту правду. И это у многих, у всех. Вангу вспомните. Кто-нибудь из них жил вольготной, счастливой жизнью? Нет. Но невзирая на это, почему ему не удается это сделать? Ему не удается это сделать, потому что древние боги охраняют этих людей. Так вот, мы должны начать оттуда, чтобы вы поняли, что такое гавах. Вот эта черная воронка Вселенной, извиняюсь, меня Рыжик отвлек, прыгнул в окно, запустила, и сейчас продолжим. Так вот, ему дана эта власть. Он создал все эти религии. Все это подчиняется ему. Однако хочу вам сказать, что время от времени от разных эгрегоров приходят люди, которые борются с ним. Это разные люди, начиная от политиков, заканчивая певцами, ведьмами, философами. Они борются с ним, и он борется с ними, чтобы не позволить узнать о древних богах. Однако, как вы видите, люди не нашли то, что искали, не нашли они в религиях, не нашли они духовности. Они испытывают голод, понимаете? И им нужно, они будут искать своих богов, они будут искать ответы на вопросы, ответы на вопрос, почему я здесь, почему я на этой земле, какая моя миссия, что будет после моей смерти и так далее. Поэтому они, не найдя ответы в религии, а там элементарные ответы, там ад, рай, значит, испытание, либо наказание, не насыщается душа, не получает это все. И что принесли религии этому миру? 2000 лет кровь, ненависть и больше ничего. Разделили народы, разделили царства, развалили древние империи. Все. Что принес нам Яхве? Кровь, ненависть, разрушение, подавленность, поклонение мучениям, поклонение мученикам, возвышение до культа мучения и как бы и телесные, и физические вот эти все скитания, страдания и прочее. Все. Отрицание всего того, что приносит удовольствие человеку. Отрицание любви, отрицание секса, отрицание богатой жизни. Кто твой Бог, так ты и будешь жить. Скажи мне, кто твой Бог, скажу, как ты живешь. И все на этом. Поскольку власть передана ему, оно понятно, что он убирает всю свою оппозицию. Загрязняет, очерняет имена богов. Спросите любого тронутого на религии человека про богов, про древних демонов. Что они скажут? Все это от сатаны, это все бесы, дьяволы, чур меня чур, не надо об этом, ой, это очень страшные вещи и так далее. За 6000 лет своего правления он за последние 2000 лет всего лишь смог добиться того, чтобы создать свои религии. Естественно, он держится за это. Знаете, каждая власть ведет свою пропаганду. Его власть тоже ведет свою пропаганду.
И эта пропаганда сделала свое дело. Она убедила человечество, что страдать это хорошо, что хорошо жить это плохо, и что только те, которые страдают нищие духом, вспомните, блаженен тот, кто нищий духом, тот и унаследует Царствие Божье. Как сказал Макиавелли, религии дали власть бессовестным и бесстыжим людям, а совестливым приказали терпеть их. То есть главные настоящие ценности, добродетели человечества, продолжение рода, любовь, богатый род, сильный род, честь, совесть, стыд, все отошли на второй план. Самое главное, делай все, что хочешь, и скажи, что это во имя Бога. А какого Бога не уточняется. Так вот, поскольку мир пока что во власти не темной, злой силы, и эту силу зовут Яхве, поскольку мир в его власти до сих пор, пока еще, естественно, что основное количество душ, которые здесь рождаются, они приходят как раз из той самой темной воронки. Поэтому не удивляйтесь, что в мире больше страданий, что в мире больше зла и злых людей, чем добрых. Добрых гораздо меньше. Так вот, приходит в этот мир основное количество душ и рождаются именно из тех врат зла. Так вот, моя мысль, почему он антиподом своим сделал дьявола, сатану, Люцифера, всех соединив воедино. Потому что единственная сила во Вселенной, которая противилась тому, чтобы ему дали власть, это было дьяволическое древо. Они восстали. И на долгие тысячелетия отошли в темный хаос от древа богов. Они возмутились тому, что Верховный Бог отдал своих созданий в руки злой силы. Только потом они смирились, они начали ему помогать, они начали приходить в этот мир, отправлять из своего эгрегора души, которые здесь рождаются, покровительствовать им, поняв, что надо с ним бороться. Для богов 1000 лет – это мгновение. Но, видимо, Отец всех богов посчитал, что это нужно пройти человечеству для того, чтобы потом жить в мире с собой. Вы видите, что роль религии ослабевает. Как бы они ни пытались рекламой заманить и все такое, роль религии ослабевает. Люди больше тянутся к язычеству. Они там находят утешение. Они там видят себя. Они тянутся к своим предкам, к их знаниям, к их силе, к их душе. Потому что они видят, что новые религии не дают этого спасения нигде. Ни во время каких-то конфликтов, ни во время каких-то страшных моментов, каких-то страшных отрезков истории. Они не дают эту силу. Друзья мои, эти 3 древа существуют следующим образом. Те боги, чей культ силен до сих пор и помнят, эти боги подпитываются энергией определенной. У каждого своя энергия. Боги, которые отвечают за любовь, за страсть, за похоть, они берут энергию секса, сексуальную энергию, энергию любви. Она очень сильная. Она очень сильная, и есть взаимообмен. Вот такое вот взаимовыгодное соглашение. Обращаясь к богам, которые, грубо говоря, курируют любовь, человек получает партнера. С этим партнером у них страсть. Эта страсть отдает часть энергии сексуальной. В древние времена в храме Иштар, которая считалась богиней любви, секса, совокупления и так далее, там происходили ритуальные совокупления. Отдавали ей сексуальную энергию. Кто это делал? Например,
считалось, что богиня Иштар любит соединяться с мужчинами через женщину, через ее тело. Что она вселяется на время в ее тело и получает эту сексуальную энергию от мужчины. И женщина обещала богине, что если она позволит им соединиться, то энергия первой ночи, которая самая сильная считается, потому что эти люди первый раз встречаются, у них любовь, у них страсть. Первые ночи это не брачные ночи, первые ночи, первая связь с ними, между ними. Она соглашалась отдать эту энергию, эту силу любви первой ночи богине, благодарной за то, что она их соединяла. И считалось, что если пары тайком пробирались в храм, и в этом храме было определенное уделенное место, куда никто не входил, и если даже чувствовали, понимали, что там есть влюбленные, никто не имел права туда входить. Они шли туда и проводили в храме одну ночь. После чего они женились, у них получалось быть вместе, родители давали согласие и прочее. Вот так молодые люди отдавали дань богине. То есть она получает сексуальную энергию, а взамен она отдает тебе любовь. Пожалуйста, иди живи. Это боги любви. Что берут от нас боги удачи? Это для тех, которые они отдают, потом заберут. Чушь собачья. Наоборот. Чем больше они вам отдают удачи, тем больше энергии удачи у вас берут. Точнее, энергии радости, неправильно сказала. Они берут у вас энергии радости. Вы обращаетесь к богам удачи. Вот вам приходят деньги, которые вам должны были давно отдать и не отдавали. Или вам дарят какой-то подарок. Близкие люди, которые вы не ожидали. Например, мне иногда пишут, что вот ни с того ни с сего родители взяли и купили машину. Хотя отказывали долго и вообще не намерены были это делать. А потом, после проведенного ритуала, они взяли и подарили. А теперь представьте радость этого человека. Это радость огромная. Или не могли никак купить квартиру. Потом раз приходят и родные люди, там бабушка, дедушка, и кто еще там, свекровь, свекор, родители, все собрались вместе, сели, вытащили и отдают им ключи. И говорят: дети, мы не хотели вам говорить, хотели сделать сюрприз. В общем, взяли, собрали все пенсии, продали там какой-то земельный участок. Деду что-то там на какую-то годовщину победы дали денег. Теща собрала, еще что-нибудь. И мы вот все собрали и купили вам квартиру. Там пусть двухкомнатную квартиру. И вот мебель, все, что нужно. Радость этих людей, представляете? Вот вы обратились к богам удачи, и вы получили эту удачу. А теперь выброс огромной радостной энергии питает этих богов. Что они хотят? Они хотят еще вам дать что-нибудь хорошее, чтобы вы опять дали эту энергию. Вот этот выброс энергии постоянный. Вы их питаете, их эгрегор. Усиливайте. Чем чаще, чем больше людей обращаются к этому божеству. Вот мы с вами обновили и вернули культ многих богов. И особенно культ фортуны. И она в благодарность будет помогать нам всем. Почему? Потому что мы питаем ее эгрегор. Мы просто вернули ее из древних времен, напомнили миру о ней и питаем ее эгрегор. Каждый человек от какого эгрегора пришел, туда и вернется. Пришел человек от эгрегора богов, да, божественного древа его отправили. Философом стал, учителем, поэтом, писателем, политиком, кем угодно. Но человек сильный. Не обязательно он святой, там никакие ошибки не сделал. Нет. Человек сильный, который несет в этот мир больше добра, чем зло.
Какая-то часть отрицательная есть у всех людей. Но что перевесит в итоге? Человек от древа богов оставил такую же династию, которая подчиняется древу богов и питается от древа богов и отдает энергию древу богов. Человек, пришедший от древа дьявола, дьяволического древа. Дьяволическое древо – это то древо, которое отвечает за тайные знания. Эти знания от богов тоже получают. Но самые глубинные знания, их называют ключники Вселенной. Почему сатану изображают с ключом? Говорят, ключник бездны, ключник знания, он дает знания. Дьяволическое древо. Откройте, посмотрите, дьяволическое древо. Мою лекцию, все станет на свои места. Так вот, дьяволическое древо дает знания. Дьявол дает знания. Сатана дает удачу, фарт и возможность через эти знания зарабатывать имя, славу и деньги. А Люцифер, который считается воином, охраняет того, кто отправлен сюда или кому покровительствует его дед и отец. Вот эта троица, темная троица, которая называется. Или три принца. Некоторые называют принцы ада, я не согласна. Это принцы черного хаоса, темного хаоса. Так вот, чем питается дьяволическое древо? Дьяволическое древо питается вашими чувствами восхищения. Они дают человеку знания. Он может так раскрыть тему, что вы восхититесь. Это чувство восхищения. Как? Я вот это не знал. Это же надо так просто простыми словами объяснить очень сложные вещи, которые невозможно было никогда. Вот это да, вот я такое вот первый раз слышу. Какая красота, как замечательно все. Оказывается, вон что. Все, вот чувство восхищения отрывается у вас, вот эта вот энергия восхищения идет туда, питает этот эгрегор. Какая картина, какое полотно, ну это вообще, ну море вот так вот изображать, это же невозможно, это вообще, это гениально, восхищение. Как замечательно поют, какая красивая композиция. Какой замечательный фильм, это невероятно. Все то, что относится вот к этой части, да, к сфере человеческого, эстетического удовольствия, восхищения. Помните? Королева восхищения. Это не просто так сказано. То есть Булгакова, напоминаю, чтобы никто из дураков не сказал, что я себя так назвала. Да всякое может быть. Там же народ не начитанный. Так вот. Ну, там, имею в виду, у нас группа есть одна. Так вот. Древо богов питается энергией удачи, любви, радостной энергией. Древо дьявола питается чувством восхищения людей. Вот этим вот самым сильным чувством восхищения, которое существует. Значит, дарует таланты, знания, умения, мастерство и так далее. А чем питается черная воронка Вселенной? Врата зла, царство зла, тот самый ад, о котором идет речь, которым правит Яхве. Чем же он питается? Болью. Так вот, древо богов чувство радости питает их. Древо дьяволов чувство восхищения их питает. А теперь древо зла. Врата зла. Там, где низменные падшие души. Туда, куда пойдут падшие души отсюда. Те люди, которые пытают, губят души, не задумываясь это делают. Почему? Потому что их души, пришедшие из воронки зла, они пришли сюда собирать эту боль от людей. Это нужно. Это питает эту воронку. Они отдают дань. И пока они вот так вот будут себя вести жестоко и бесчеловечно, они будут жить, их будут охранять, продлевать их жизнь. Многие говорят,
ой, вот, да ну, никакая справедливость, вон там душегуб такой-сякой до сих пор живет, радуется, а этих людей нету. Он там куда-то убежал, какая-то страна его приутила, не отдает. А вот, а почему ему наказания нет? Так вот, пока вы страдаете из-за его поступков, он будет жить, вы ему продлеваете и жизнь, и существование, и радость. Он собирает с вас этот гавах. Сила боли, дань болью. Я сейчас объясню, как это происходит. Вот эта злая воронка, врата зла, царство зла, управляемый злым богом, который является сейчас богом этой системы. Этот злой бог собирает энергию, которая питает его эгрегор, а его эгрегор питает страдания. Поэтому у этого бога, когда заходите в храм, вы видите мучеников, их скорбные лица, это скорбные все разговоры, плач. Поэтому запретили людей кремировать и освобождать сразу их души, потому что эти души мучаются здесь. Многие не разлагаются, потому что мы питаемся такими продуктами, что они превращают наши тела потом в мумию, долго не разлагаются. А пока тело не разлагается, душа его стоит рядом. Поэтому расчлененные тела людей, там, святых якобы, которые возят туда-сюда, пока тело существует, душа мается, не может уйти. Через эту душу и зарабатывают миллионы церковь. И, кроме всего прочего, гавах – это боль. Вы заходите туда – боль, боль, плач. Распяли Христа, мучеников закидали камнями, вот так делали, так поубивали, веру, надежду, любовь. Боже мой, боженька, зачем? Мы все страдаем, мы должны страдать, мы должны быть в нищете, нельзя хорошо жить, это плохо. Вы выходите оттуда подавленные, вам не хочется жить, все плохо, все равно мы все умрем. Да какая разница вообще, какой смысл имеет жизнь? Надо здесь страдать, чтобы там хорошо жить и так далее. И вы страдаете, страдаете, страдаете. А чем больше вы страдаете, тем больше энергии вы отдаете ему. Вы молитесь за мужа, просите, пожалуйста, боженька, пусть он мне не изменяет. Я прошу, умоляю, я хочу, чтобы он был со мной. Делай так, чтобы он не умер, чтобы с ним ничего не случилось. С ним случится это. Знаете, почему? Вы душу ему открыли. Вы ему сказали, как с вас собрать гавах. Вы ему показали, что мне может причинить самую страшную боль. Это уход моего мужа, и он уйдет от вас. Он вам изменит. Боже, храни моих детей, пусть и мои дети там живут счастливо, долго, и ваши дети будут болеть. У меня единственный ребенок, пожалуйста, чтобы с моим ребенком ничего не случилось. И он заболеет. И он заболеет так, что вы будете возить его везде и всюду, и не спасете. И вы будете страдать, плакать, умирать, смотреть, как он уходит, а вы ничего не можете делать. В каждый божий день вы будете рыдать, и после его смерти тоже будете винить себя, будете думать, что я что-то не то сделала. Ваш сын уйдет на войну, вы будете ходить, иконы приносить возле его фотографии, ему ставить там, заказывать ему за здравие. Пожалуйста, боженька, сохрани там, помоги. Крест, сыночек, возьми с собой, он тебя оберегать будет. Убили его, привезли. Ты возле фотографии опять поставишь икону, будешь молиться, свечи зажигать, плакать. Ну почему же? Ну за что? Что я такого сделала? Я же ничего плохого, я ничего не сделала, не ограбила, не убила, никого не увела из семьи. Я же мирный, хороший человек. За что ты мне такое сделал? За что? А потому что ты душу открыла. Ты ему сказала, вот убей моего сына, и тогда я буду страдать и постоянно питать тебя, вот отдавать эту дань болью. Вы не понимаете, почему? Вы открываете душу своему врагу. Вы говорите ему, что вам дорого. Он это и забирает. Сейчас сядьте все и задумайтесь, сколько раз в жизни вы просили, и все, что вы просили, вы теряли. Именно это. Я знала женщину, которая каждый день ходила, там имени каждого сына ставила 40-усты, не знаю, еще молебны какие-то. Вот я верю, Бог сохранит. Все они стали наркоманы, друг за другом ушли. Всех она потеряла. Потом потеряла дом. Батюшку приглашала, иконы клеила.
мой дом, вот хотя бы я здесь спокойствие обретаю. Она открыла душу. Она сказала, второе, что ты можешь забрать у меня и причинить мне боль, это мой дом. Помните фильм «Дьяволица», когда она хочет отомстить мужу, и муж говорит, Сара, самое главное для меня это дом, работа, значит, имя, да, вот, заработанные годами, деньги, которые у меня в банке, машина и так далее. И она приходит, записывает все. И постепенно все забирает. Сначала же сожгла дом, потом сделала таким образом, что большая какая-то недостача на работе получилась, его уволили, она вычеркивает работа. Потом на него в суд подали, значит, он лишился вообще всего, лицензии, она вычеркивает доброе имя. Вот вы так и делаете. Вы говорите ему, Яхве, ты хочешь гаввах от меня? Ты хочешь постоянно питаться моей болью? Вот смотри, что для меня самое главное. Вот это, вот это, вот то, вот то. Храни это, пожалуйста. И он говорит, понял, записал, и по очереди будет вычеркивать. Забирать. Почему? Потому что вы будете страдать. Те правители, которые приходили от него, от черной воронки, злые правители. Прошу не путать с сильными правителями. Были сильные завоеватели, но были злые завоеватели. Александр Македонский привел культуру, построил города, женил своих солдат на местных женщинах, пытался переменить мир, пытался соединить Запад и Восток. У него были такие намерения. А были такие правители, которые считали, что нужно уничтожать всех, кого покоряешь. И такие были правители. Тот самый Мурат Кровавый, IV. Он получал удовольствие, когда казнил сыновей на глазах матерей. Причем казнь была очень страшная, долгая. И женщины кричали, падали в обморок, на них лили воду, чтобы они снова просыпались, снова видели, как в агонии мучается их сын и так далее. И поэтому он очень много завоевал, он богато жил. Да, он рано ушел. И я сейчас объясню, почему. Потому что перестал отдавать гавах. Он был злой. Человек, который злой в душе, он пришел из темной, то есть, извиняюсь, из злой воронки. Ну, темная воронка называется. Из царства зла. И для того, чтобы он жил здесь долго и хорошо, он должен делать зло. Мы иногда думаем, да как же так? Он делает зло и живет так долго, и всех уже достал, и жена умерла, и сын ушел, и дочь не хочет ее уже видеть, он уже всех родственников достал, он пьет, он не работал никогда в жизни, ничего. Но почему он так долго живет, а такие хорошие люди уходят, а он живет? Да потому что он собирает страдания от вас всех, и он нужен. Он уже понял, что чем больше он будет заставлять вас всех страдать вокруг, тем дольше он будет жить. Он дает дань, этот гавах Яхве, а получает покровительство и жизнь. Мурат IV умер тогда, когда смягчился, когда стал добрее, когда перестал казнить, когда начал проявлять более человечность к своим братьям, сестрам. Когда он хотел казнить своего брата, потом передумал. В истории, правда, по-разному показывается, но на самом деле он передумал. Он пожалел его молодость. Все. Яхве он не нужен. Я вам приведу библейский пример именно четко, ясно о нем. Давид. Давид и Саул. Саул был избран царем. Но Саул был доброй в душе. Изначально, когда он выбрал его царем, Саул был воин. Он отдавал этот гавах ему. Поэтому он выбрал Саула. Выбрал на царство. Когда Саул покорял народы, пророк Господа приходил к нему и говорил: колесовать всех, женщин насиловать на глазах всей армии, стариков сгубить, скажу это слово, а девственниц забрать и раздать воинам для утех. Саул вначале так и делал, и жил хорошо. И победы у него были. А в один момент
вышел из палатки и увидел, как терзает молодую женщину. И пожалел ее. И на него снизошло озарение. Он понял, что он поступает очень подло и бесчеловечно. И он приказал больше не убивать людей. Сохраните людей и скот. И тогда пришел пророк Господень и сказал: ты пожалел для меня жертву, твое царство будет забрано с тебя. Вы заметьте, Второзаконие, как четко, ясно, как много уделяется внимания, как надо приносить жертву, как надо мучить, как надо пускать кровь. Все сказано. Дословно он обожал это все. Так вот. И отдает он царство Давиду. Маленькому, плешивому, рыжему, некрасивому, неприятному, неумному, тупому и жестокому Давиду. Давид был его любимчиком. Давид никого не жалел. Давид раздавал жен всех своих покоренных врагов, и их терзали, мучили и делали с ними, что хотели на глазах всего войска. И Боженька наслаждался этим всем. Когда Саул был свергнут и убит вместе со своим сыном, который ни в чем не был виноват, он был другом Давида. Что он приказывает? Вернуть дочь Саула, которая была замужем, отобрать у мужа и вернуть Давиду отдать. И когда муж, плача, шел за ней, чтобы не отдать ее, потому что любил ее, ему сказали: не гневи Господа. Один из царей пожелал посчитать, сколько народу в его царстве. И Господь ударил их страшными болезнями, и половина народа слегло и умерла. За что? Человек хотел понять, сколько налогов нужно собрать, может быть, сколько помочь народу, сколько нас. Не понравилось это ему. А вы вспомните, какие казни он сыпал на Египет. А вы вспомните, какие казни он сыпал на них самих, на этот избранный народ, которого он курировал. Сколько он его изгнал, в каких местах только они не были. Сколько он их выгонял, потом обратно заводил снова, как он замучил их. Где его любовь? Можете мне объяснить? Он собирает кавах, и сейчас в том числе. Так вот, дорогие друзья, все эти мучения, все эти жуткие вещи, которые вы видите, это собиратели Гаваха, это служители его. Это те души, которые уйдут туда, обратно в эту черную злую воронку. Они туда вернутся. Они вернутся в царство зла. Многие из них здесь бродят после смерти, не находят покоя. Боги им не дают идти туда, не разрешают, пока они не покаятся, пока они эту вот все, что натворили, не увидят своими глазами, как их потомки будут расплачиваться. Это жертва. Это дань злу. И как это проявляется? Вы много раз видели в Ютубе, например, упал самолет, внизу какой-нибудь подонок напишет: ну и замечательно, вот и сдохли, и хорошо. Обязательно. И вы злитесь, думаете: так что ты за нечеловек вообще? Это как может такое написать? А если бы это были твои родные? Когда у нас самолеты летают над домом, тут рядом, Внуково, я все время, глядя на них, прошу, чтобы они приземлились спокойно, потому что там люди. Как можно пожелать радоваться этому? А кто-то радуется. Кто-то радуется чужому несчастью. Кто-то специально приводит это несчастье и радуется. Кто-то в семье собирает гавах у вас. Ну, например, женщина преклонного возраста столкнула лбами тебя с мужем, свекора с сыном, всех. Отсюда туда донесла, оттуда сюда донесла. И все орут, все кричат, дом взрывается от криков. Она сидит, вяжет, или кофе делает, или чай себе. И причем поет под нос, заметьте. Ей хорошо. Она накормила эту внутреннюю свою лярву, во-первых.
внутренне вот эту злую силу, которая сидит в ней. И отдала этот гавах, и ей хорошо. Она свою дань отдала. Каждый из нас дает дань, друзья мои. Заметьте, подумайте об этом. Каждый из нас отдает некую дань. Если вы учитель, учите детей, дети получают дипломы, аттестаты с замечательными оценками, едут на какие-то конкурсы, побеждают, школа побеждает, школа там получает какие-то премии, там денежные вознаграждения, вас благодарят. Вы видите, сколько добра вы делаете. Вы отдаете вот эту энергию радости божественному эгрегору, значит, вы оттуда пришли. Если вы делаете невозможно красивые куклы, авторские, предположим, да, берем вот такую. Если вы можете на коже делать невероятно красивые картины, если вы человек творческий, если вы, не знаю, работаете с деревом, делаете какие-то сундуки, статуэтки, вы творческая личность, или вы философ, или вы психолог, или вы врач, вы гениально пользуетесь теми знаниями, которые вам дали. И люди восхищаются вашей работой. Невероятно. Человек должен был умереть, воскрес. Это просто невозможный доктор. Это восхищение. Куклы, ну, невозможно, как живые. Вот, посмотрите. Восхищение. Ювелир. Невероятные работы, красивые, таких нету больше нигде. Восхищение. Художник, не знаю, мастер по костюмам, режиссер, восхищение. Дьяволическое древо. И не думайте, что те, которые приходят из черной воронки, они все алкаши какие-то, конченые, вообще никак. Нет. Они могут занимать замечательные посты, высокие. Они могут публику вести за собой. Люди подумают, что это просто святые люди. Но они собирают энергию боли. Более всего, они подавляют людей. Ты не можешь, ты не умеешь, ты все портишь. Да что вы себе позволяете? Да вы вообще не профессионал. Да как надоело ваши ошибки исправлять, говорит директриса, которая умом не блещет, но пришла через постель и села туда. И ты смотришь на эту тупую женщину, ты не понимаешь, как в том анекдоте, да? Чем занимается наш завод? Полупроводниками. Да уже за 10 лет можно уже на проводники переходить. Зачем полупроводники? Вот. Этот человек вам говорит, что вы глупая, ничего не понимаете, не соображаете. И надоело исправлять ваши ошибки. И уже устали все от вас. И все такое. Гавах собирает человек. Страдание, боль, негодование, злая энергия. Извиняюсь. Сегодня у меня что-то то ли простыло, то ли что. Скорее всего, от мороженого. Дальше. Открывает человек канал. Льет грязь на всех. Это такие, это сякие. Или открывает канал, врет. То есть врет информацию обо всем. О мире, о событиях, о конкретном человеке. Он собирает гавах. Он низменная душа. И он вернется туда. И вы не смотрите на интеллект. Есть интеллектуальные собиратели гаваха. Интеллектуальные собиратели. Есть люди, на чьих концертах обязательно будут драки, убийства. Это люди-носители отрицательной энергии. Они собирают эту дань боли. И пока они это собирают, они будут жить. Они будут на вершине. Как только они передумали, смотрите на известных авторитетов, воров в законе, которых всех нашли, кого-то вообще устранили и так далее. Когда? Когда они бросили свою криминальную деятельность, не все они собиратели гаваха. Но ведь среди них есть такие, которые много страданий причиняют. То есть это не те авторитетные люди, которые, скажем, ну, где-то кому-то обидели, но и хорошее сделали. Нет. Это чисто конкретно устранители людей.
Опять слова не называю. Были у нас такие известные, да? Всякие тайваньчики, япончики и так далее. Когда они ушли, когда они ослабли, когда их посадили, когда их устранили, когда они перестали делать то, ради чего пришли в этот мир. Нет, я не говорю, что они подобрели, но они просто перешли на бизнес. Все, им уже не хотелось вот это всего. И тут же, а пока они этим занимались, они были под защитой. Их никто не трогал, они много лет занимались этим. Если бы хотели или могли, давно бы их устранили, но их устранили как чуть ли не под 70 лет. Человек, который всю жизнь занимался криминалом, ни с того ни с сего начал храмы строить, не знаю, богадельни, детям помогать. Перестал собирать гавах. Его устранили. Вернулся обратно к своей деятельности. Цветет и пахнет. Теперь, что такое гавах? Выброс боли, выброс отрицательной энергии. Жертва Яхве. Жертва злому Богу. Почему это нужно? Этим питаются злые силы. Именно поэтому они приходят в этот мир в обличии людей, то есть рождаются в людях злые души. Не духи, а души, именно низменные души. Приходят, являются как привидения, призраки. Страх тоже гавах, собиратель. Далее. Исторические персонажи, которые отличались особой жестокостью и долго правили, собиратели гаваха. Невзирая на их, например, положительные, да, какие-то моменты правления, в любом случае, поскольку они были посланы именно этой силой на эту землю, все равно рано или поздно они должны были перейти на свою злую функцию. И они перешли, и они переходили. Души, которые здесь это делают, души, которые мучают, терзают, издеваются, души, которые морально измываются в семье над людьми, над своими членами семьи. Что с ними будет, когда они умрут? Они вернутся обратно в царство зла. Оттуда они пришли, туда возвращаются. Не путайте людей, которые могли сделать какие-то злые поступки ради чего-то. Это целенаправленные собиратели энергии боли. Целенаправленные. Это не скандал там бабушек из-за того, что кто-то на кого-то не так посмотрел. Это когда образ жизни человека причинять боль всем и вся, всем живым. Такие идут мясниками работать. Такие идут, например, травят, кидают какое-то животное, собака. Много раз видели, да, мы в Ютубе, например, бесчеловечные такие вещи. Там сурка, суслика кинули, и вот собаки просто терзают. И они собирают гавах. Такие могут натравить свою собаку на кошку. И взять вот это мучение кошки. Поэтому в храме Яхве приносили в жертву, долго мучая. Очень долго, пуская кровь и прочее, такие художества. Чтобы живое существо, умирая, отдавало вот эту энергию боли, страха, ужаса. Именно поэтому многие отъявленные нелюди долго-долго продолжают свою карьеру, пока их не поймают. Почему? Потому что если посмотреть все, что они делали, они так бесчеловечно губили этих людей. И начинали они с собак, с кошек. Заметьте, все будущие маньяки, серийные убийцы, они начинают с собак и кошек с детства. И родители это не пресекают, как ни странно. Не доходят мозги, они думают, ну, ребенок балуется, что ж такого, да. Ничего такого. Просто они от собак и кошек перейдут уже к людям. Они собрали эту боль, они собрали эту энергию боли, им понравилось. Вот они сделали зло, после чего у них что-то хорошее случилось в жизни. Ну, хорошее в таком понимании, что ну, то, что они хотели, получили. И они поняли, надо делать зло. Каждый раз надо делать зло для того, чтобы потом ты получал то, что нужно. И они подсознательно начинают понимать, что это зло кому-то надо.
Они не просто так это делают. Вот отсюда эти понятия. Мне там приказывали, голоса говорили. Чушь собачья. Никакие голоса им ничего не говорят. Но они пытаются таким образом вам объяснить, что кто-то меня ведет это делать. Кто-то мне покровительствует, но взамен хочет, чтобы я вот таким был. Есть ли выбор? Сейчас кто-нибудь спросит. А может ли человек, пришедший из царства зла, выбрать совсем другую дорогу? Может, но для этого нужна сила воли, достоинство. А это есть не у всех. Человек, чувствующий в себе зло, мне писали такие люди, я им помогала. Они идут, иногда лечатся у психиатров, становятся на учет. Они ужасно боятся своей тяги к этому всему нехорошему. И мне некоторые писали, я очень боюсь. У меня постоянно эти вот стремления что-то сделать, какое-то зло. Для начала дома сделать зло, потом сделать зло животным, потом сделать зло людям. И я очень боюсь, что когда-нибудь меня покажут по телевизору не в хорошем качестве. И поэтому как мне это отогнать? Значит, эта душа еще не потеряна. Она пришла сюда и поняла, что она не хочет этого делать. Выбор есть, запомните, выбор есть всегда. Создавая душу, боги дают, внедряют в эту душу и хорошее, и плохое. Как душа там направляется в царстве зла, спросите вы. Там тоже есть жизнь. И наказанные души идут в это царствие зла. Наказанные души. То есть они должны быть настолько низменны, они должны такое преступление совершить, чтобы их туда отправили. Это как вам сказать, как тюрьма мироздания. Понимаете? Вот как СИЗО мироздания, если так грубо говорить. Наказанных душ отправляют туда, а их немало. А потом эти души рождаются здесь и продолжают свою вот эту деятельность бесчеловечную. А если душа поняла, как некоторые садятся в тюрьму, поняли, осознали, выходят, начинают новую жизнь. Есть и такие люди, почему нет? Просто мы все время акцент делаем на тех, которые 1000 раз идут и приходят, выходят. Но есть люди, я лично знаю людей, которые сели, за не страшные преступления, там, всякие были, махинации какие-то государственные с этими, адвокаты были и прочие. Одним словом, им тоже дают срок. И они вышли и нормально живут. То есть могут исправить свою жизнь. Точно так же душа, которая была в этой тюрьме, вышла из этой тюрьмы, дали этой душе шанс прийти в этот мир. Злая сила отправляет за гавахом, собиранием злой энергии, а боги ему помогают пересмотреть себя здесь. Поэтому помощь и выбор есть. Ему дается шанс родиться, он может измениться и не вернуться в эту тюрьму обратно. Поэтому если внутри вас есть это зло, запомните, вы можете это зло пересилить и не вернуться туда, а совершенно в другие сферы уйти потом. Получить это прощение и больше никогда не возвращаться туда, потому что там ничего хорошего нет. Это и есть ад мироздания. Там нет покоя. Там вечно голодные души, которые приходят в этот мир, бродят в надежде кого-то напугать, кому-то явиться, собрать вот эту энергию страха немного, чтобы перетерпеть, потому что для них нахождение между мирами или в нашем мире это как физическая боль. Как сделать так? Я вам говорила и повторяюсь. Победить зло, чтобы победить зло, есть только один выход. Быть счастливыми. А как можно быть счастливыми? Не сделать этого зла. Если вам плохо, помочь кому-то. Тому, кому еще хуже. Всегда знайте, что вы, когда ложитесь спокойно спать, на мягкой подушке, там, в теплоте, да, в комфорте, уюте, вспомните о тех людях, у которых этого нет. Вспомните о тех людях, которые растерзаны, у которых даже могилы нет. И тогда вы поймете, как вам повезло. И в этот гавах не отдадите. Потому что, понимаете, единственный выход победить подобных существ, это не отдать им эту энергию боли. Наоборот, усилиться и
наперекор, я так скажу, назло неправильно звучит, наперекор им жить. Чувствуете, что в доме есть тот, который собирает эту энергию? Не отдавайте ему эту энергию. Если у вас муж такой, собиратель этого гаваха со всех, от детей, от матери, от вас, он начинает вас дергать, выводить на слезы, а вы эти слезы ему не показываете. А вы не плачьте, а вы соберите вещи и уйдите. И вы посмотрите, как он будет умолять вас вернуться. Я объясняла, почему они это делают. Их цель тебя вернуть обратно, чтобы снова жрать. Это как пауки, понимаете, лишились жертвы, подпитки. Все, они с ума сходят, они умирают, они не могут... Они готовы на все, они готовы тебе ноги целовать, обнимать, не знаю, подарки делать, последнее отдать. Только вернись. Вернись, вернись, вот только за тобой дверь закроется, и он еще хуже станет. Потому что он без этого не может. Он понимает, что если он не соберет эту злую энергию, энергию боли, он чахнет, он умрет. Именно благодаря тому, что он собирает эту боль и отдает дань, он и живет за счет этого. И он не хочет меняться, он не хочет стать добрым, хорошим. Нет, у него есть выбор меняться, но ему это не нужно. Ему легче собрать энергию боли и просто продлить свое существование. Вот и все. Ему и так комфортно. Зачем ему меняться? Это же не он страдает. Помните, да, показывали, как бабка там собрала этих несчастных животных. Этой бедной собачке все-таки ушко пришлось удалить, потому что невозможно было. Вот собиратель гаваха, пожалуйста, все страдают, мучаются, больно всем. А ей пофигу, она даже отдавать не хочет. Она делает вид, что она дурочка, ничего не понимает, а что надо, все, она прекрасно понимает. Просто ей это не хочется делать. Она чувствует себя хорошо. Пока мучает их, пока они все мучаются, отдают эту дань боли, благодаря этому она живет. Ей дают жизнь, продлевают, она здоровая, нормально ходит. Да, она там согнулась, потому что уже под 100 лет. Но более-менее ходит, ест, разговаривает. То есть не лежит, как некоторые, не болеет, ноги не отнялись. Ничего. Живая, живехенькая, правда? Видите? Или некоторые под видом любви к животным приводят там 20 собак дома, привязывают к батареям. Эти собаки полуголодные, кричат, орут, плачут все. Они и деньги могут собрать. А некоторые просто ради удовольствия. Соседи пишут везде. Она вот, я люблю животных, а вот такие-сяки. Это не любовь к животным. Лучше животных отпустить на волю, чтобы они себе нашли пропитание, сходили по своим делам, чем вот так закрыть в тесных клетках и мучить их. Они получают гаввах. Они получают этот кайф. Понимаете? Вот человек берет и, ну вот, названивает, стучит на человека другого. Например, времена красного террора. Вспомним 30-е годы. И врачей, учителей, профессоров расстреливают этих людей. Это ум нации. Что получает та тварь, которая это сделала? Гаввах. И хорошо живет, долго живет. До поры до времени. Получатели гаваха должны знать, в любой момент ваш хозяин может от вас отвернуться. Потому что вы мало приносите, уже не так, как раньше. Да ну ты уже все непригодно, работаешь плохо. Отвернулись. Все, вспомните Ежова, что с ним стало. Вспомните всех остальных членов партии Политбюро. Вспомните всех их, там, Троцкого, Маленкова и все такое. Какая у них была судьба. Перестали собирать гавах. Теперь смотрите. Коммунисты 1 мая сделали праздником. Почему? Потому что 1 мая это у нас день темных духов, да? А точнее злых духов. Люди выходят с транспарантами, ура, и все такое, огромная толпа людей, идет энергия. Вот это самый гавах. Теперь 30-е годы. Расстрелы, детские дома, отправлять враги народа, унижение людей, выгнать из партии, выгнать с работы, мучить в этих подвалах НКВД и так далее. Они отдавали этой силе гавах.
И эта сила помогла ему держаться очень долго. Как только пришли более лояльные правители, Советский Союз развалился, потому что он изначально был построен на зле. Да, многие сейчас скажут, вот столько хорошего было при Союзе. Я согласна с вами. Но начало было зло, понимаете? Начало были эти огромное количество депортированных людей, огромное количество гулагов, огромное количество загубленных душ ни за что, ни про что. Поэтому построенное, то, что построено на зле, как бы потом уже лучше не стало, и Совет, да, очень многое было хорошее в Советском Союзе из последних правлений, скажем так, генеральных секретарей. Много хорошего, и молодость была, и воспитание людей. Я согласна с вами. Но поскольку начало было злое, оно так и закончилось. Царствие Романовых из чего началось? Из виселицы мальчика 11 лет. Звали его Иван. Назвали его Варенком, сыном Лжедмитрия и Марины Мнишек. И этого 11-летнего мальчика повесили. То есть царствие Романовых, династия Романовых началось с виселицы ребенка. И как она закончилась? Смертью 11-летнего Алексея, наследника престола. Точно, вот как, понимаете, начало. Не важно, что они много сделали хорошего, что они были хорошей династией, действительно достойная династия. Да, последние цари были так более-менее слабые, но в любом случае много сильных лидеров, сильных правителей отдала эта династия. Но в итоге чем закончилось, как началось? Начали они плохо. У них не было выбора. Кто-нибудь бы использовал этого мальчика, опять как сына воскресшего там царя или вообще наследника Рюриковичей. И они понимали, что выхода просто нет. Конечно, можно было бы сделать вид, что вот он умер, все закончилось, куда-нибудь его отправить. Но кто-нибудь это бы все равно использовал. И надо было всенародно это сделать и показать. Закончилось время самозванцев. Но началось от виселицы ребенка. И закончилось смертью ребенка, которому тоже было 11 лет. Видите? Так вот, Советский Союз начался от зла, с правления зла. Террором красным, утопили в крови, миллионы людей сослали, расстреляли. И поэтому она не могла долго держаться, потому что была на насилии, на боли, на слезах, на крови она держалась, понимаете? Гавах собирала. И все праздники, все символы коммунистов, изначально пришедших, все связано было с этой болью. Смотрите, сколько у них было палачей, сколько расстрелянного народу, чего они только и голодомор, и как они только, что они только не сделали, депортации народов Кавказа и прочее. Они причинили много-много боли, очень много. И они пока отдавали эту боль, вот их царствие зла, она держалась. И как только пошло послабление, как только пошли правители более лояльные, более человечные, как бы это плохо ни звучало, он развалился, потому что он был создан на основе боли. Боли нет, все. Никто не покровительствует, уходит. Вот почему важно построить свое государство не на боли. Точно так же многие западные державы построены на боли, на порабощении, на уничтожении местного населения. Они будут существовать некоторое время, а потом их точно так же не станет. Они с чего начали, тем и закончат, понимаете? На насилии, на боли созданное государство долго не продержится. Но для истории долго, 1000-2000 лет тоже недолго на самом деле. Итак, друзья мои, когда вы видите вокруг себя тех, кто отправлен на землю злой воронкой и злым богом этой системы, временным богом, который собирает гаввах. Что нужно делать, во-первых? Для начала, если вы не хотите быть частью этой злой системы, этого злого бога, если вы хотите получить покровительство богов, хотя бы богов, не делайте зла. Мстить тому, кто тебе сделал
зло – это не есть гавах, это есть справедливость, и она должна быть. Вселенская справедливость. Иначе мы были бы как бараны. Над нами глумятся, издеваются, а мы там улыбаемся, ой, мы не будем, мы будем добрые. Нет, я не об этом говорю. Если вы чувствуете внутри себя это желание причинять боль, подавите это внутри, замените это хорошим. Если кто-то унижает вас и убеждает вас в том, что вы ничтожество, ничего не можете в этой жизни добиться, это собиратель гаваха. Он принижает, он пытается вас обнулить и, как бы сказать, энергию подавления применить над вами. Не применяйте на себя вот эти вот слова. Иначе вы отдадите эту дань болью Яхве, а вам это не нужно делать. Смейтесь в лицо такому человеку, потому что тот человек, который величина, у которого великая душа, он всегда убедит тебя в том, что ты тоже можешь, и ты поднимешься, и у тебя получится. Это как раз люди, которые собирают положительную энергию и излучают положительную энергию. Если в вашей семье есть такие собиратели гаваха, не поддавайтесь этой провокации. Не дайте им повод вас мучить. Уйдите от таких людей. Или этих людей устраните подальше от себя. Даже если это родной человек, неважно. В одной семье могут быть души, пришедшие из разных эгрегоров, и это нормально. Если вы видите людей, которые с детства мучают котов и собак, это будущие собиратели гаваха. Точнее, они уже начали это делать. Я не говорю о избалованных детях, непослушных, каких-то хулиганистых. Это разные вещи. Намеренное причинение зла, понимая, что тебе больно, но делают тебе больно. Это собиратели гаваха. И как только вы его лишите этой подпитки, он ослабеет. А вы его питаете. Вы питаете его своей болью, своими переживаниями и все прочее. Отключитесь от этой системы боли, не питайте их. Не отвечайте людям, которые в этих форумах пишут грязь, дерьмо. Они собиратели гаваха. Они хотят причинить вам боль, страдания и собрать эту дань. Значит, это люди, чьи души вернутся в черную воронку. Пожалейте их просто, понимая, какая у них участь, и отойдите в сторону. Вы никогда таких людей не убедите. У них нет стыда, совести, у них нет чести, у них нет достоинства, у них ничего нет. У них есть одна цель – как можно больше создать вокруг себя боли, собрать эту боль, отдать дань болью для того, чтобы жить, чтобы дальше продолжать жить, чтобы иметь покровительство Яхвы. Так вот, друзья мои, я думаю, что я вам объяснила, потому что очень, не скажу очень много, но бывает иногда, пытается объяснить это понимание гаваха, но настолько оно примитивно и непонятно, что просто, что касается лярв, да, лярвы это духи, которые приходят из царства зла, но они не то, что они питаются этой энергией, они эту энергию забирают в это царствие зло, обогащают. Да, эти лярвы, они питаются болью и болезни, и страдания, и угнетения, и все прочее. Это все одно и то же, собственно говоря. Чем больше ты страдаешь, тем лучше для них. А ты будешь страдать тогда, когда ты откроешь душу и скажешь, что тебе дорого. Вот это то, что тебе дорого, заберут. И тогда ты будешь страдать еще больше. Почему особенно жестоко, скажем, расправляются, да, с людьми, которые попадают в плен, снимают это на камеру, они собирают гавах. Они же понимают, что это увидят родители. Вы представляете, сколько лет этот гавах будет собираться Яхве? Огромное количество лет, пока мать, отец живы, пока родные есть, они все время будут оплакивать. И чем более жестокая была казнь, тем больше боли они будут собирать, потому что это невероятно жить постоянно с мыслью о том, что сделали с твоим ребенком, все это представить перед глазами, все это представить на себе.
представить, что он чувствовал, как ему было больно, что происходило. Наверное, он ждал помощи, а ему не помогли. Вот вы представьте, просто человека приводят, да, и в подвале, вот, он знает, что там просто не люди, и у них острые предметы, я не буду говорить, они делают самые страшные вещи с ним. А он, каждый человек в душе еще остается ребенком, у него есть тяга к матери, особенно мужчины, они очень чувствительны к боли, жутко. Вы знаете, как мужчины страшно переносят боль, любую. И представить это, что чувствовали эти люди, просто ужасает. Вот просто вот холодеет кровь от ужаса, когда ты понимаешь, что этот человек проходил. Ты тоже отдаешь этот гавах, понимаете? Но отдаешь по неволе, потому что иначе ты же человек. Если ты не будешь сочувствовать другому, знаете, как там поговорка, если ты чувствуешь боль, значит, ты живой человек. А если ты чувствуешь чужую боль, значит, ты настоящий человек. И вот это вот жестокость, бесчеловечность показывается нам всем для того, чтобы мы больше плакали, больше переживали, отдавали эту дань болью. В этом случае невозможно сказать вам, не переживайте, не отдавайте, мы все равно будем это отдавать. Мы тоже будем это отдавать по неволе, потому что мы люди, у нас есть сострадание, мы не можем спокойно смотреть на такие вещи. Но тот, который это делает, он как раз для этого и делает, чтобы собрать эту боль от нас всех, дать своему Богу дань и оттуда получить некоторое время покровительства, помощь в делах и так далее, какие-нибудь деньги из ниоткуда. То есть ему тоже платят за это вот услугу его. Но его конец будет страшный, его поколение будет за это отвечать. Вот то, что он сделал, вот в той части тела его потомков будет всегда болезнь. То есть вот в этой части тела они будут слабые, особенно слабые. И собиратели гаваха, они на свои поколения накладывают проклятие на много-много поколений. Это во-первых. Конец у них плохой, и возвращаются они в царство зла, в ту самую тюрьму, откуда их выпустили на время. Это как рецидивистов и прочих выпускать из тюрьмы, понимаете? Ничего хорошего от них не жди. Через некоторое время они опять попадутся на чем-нибудь, снова их заберут и посадят. Вот то же самое происходит практически. Потому что все, что происходит в духовном мире, происходит в нашем мире. Все, что в нашем мире, это копия духовного мира. Об этом можно говорить без конца и края, но я думаю, что основную мысль я до вас донесла. И у вас еще одно прояснение в голове, да, относительно еще одного вопроса. Что такое гавах? Дань. Дань болью называется. Злому Богу, которую почему-то называют милосердный Боженька. Не знаю почему. И это уже оставляю вам решать и задать самим себе вопрос. В чем его милосердие? Я вам какой-то отрывок фильма показала. Кво вадис, да, кому грядущий. И где вы там милосердие увидели, когда ко львам бросили детей, женщин, всех стариков? Что он получил в этот момент? Господи, милосердный, благодарность Твоя, и, не знаю, там, милосердие Твое, вечное во веки веков. Поют о милосердии люди, брошенные ко львам, ждущие своей страшной участи. Что он получил в этот момент? Гавах. Поэтому, когда вы попадаете в беду, мой вам совет, просите у кого угодно, у дьяволического древа, у древа богов, у великих богов, у языческих богов, у сил вашего рода, у духов, у неизвестных духов, у кого-нибудь, кто-нибудь, кто меня слышит, помогите. Но я вас заклинаю и прошу, никогда не просите у того Господа помощи. Как только вы у него помощь попросите, он сделает все наоборот.
Потому что ему нужна ваша страдальческая смерть. Но не жизнь, в радости, в счастье. Толку от вашего счастья ему нету. Ему нужны ваши страдания, он этим питается. Вот и все. Он рассматривает вас как еду. Понимаете, вот как жареную курицу приносят, и тебе говорят, не ешь эту курицу, лучше иди там, пожуй капусту, она намного вкуснее. И ты крутишь у виска и говоришь, ага, сейчас. Взяла, поела. То же самое. Боженька, спаси нас, спаси, мы хотим жить. Ага, я сейчас лишусь своей еды и вас спасу. Конечно, нужны вы мне 100 лет. Примерно так и звучит, поверьте мне. Так и есть. Поэтому просто для вашей безопасности, если попадете в беду, просите у всех сил мироздания, кроме него. Он не заинтересован, чтобы вы спаслись. Он заинтересован в ваших мучениях, причем очень долгих. Потому что это его питает. Всем удачи!